Привет, друзья! Этим солнечным днем хочу вам рассказать об одном интереснейшем месте Санкт-Петербурга, а в частности Васильевского острова, которое вы просто, наверное, обязаны посетить, ибо наверняка вы поедете все в Кабельпорт. Вот он сейчас за моей спиной, там кусочек его торчит. Соответственно, рассказ будет об очередном любопытном здании советской архитектуры, которое всего за 40 лет пережило свой рассвет и закат. Ну а теперь рискует и вовсе утратить свой облик и назначение. Речь пойдет о морском пассажирском вокзале. Во времена, когда ни у кого еще и мысли-то не было намыть Васильевский остров до тех масштабов, какие мы наблюдаем сегодня, здание морского вокзала должно было гармонично вписываться в общую концепцию развития его северо-западной оконечности и стать таким своеобразным морскими воротами в город. С 1973 года началось проектирование здания, а к его строительству приступили только в 1977-м. Однако споры вокруг проекта продолжались вплоть до 80-го года. Сегодня это может вызвать удивление, но в те времена конструктивные особенности вновь сооружаемых зданий должны были соответствовать их функционалу. А проект вокзала предполагал излишние декоративные элементы в оформлении фасадов, дюралюминиевые панели, напоминающие паруса. Авторы проекта все же смогли отстоять свое видение, и здание, планируемое в стиле брутализм, было построено со всеми декоративными элементами и отнесено в разряд современных. Ну, а мы с вами имеем возможность наблюдать сегодня эти паруса, делающие громоздкое функциональное здание вполне легким и привлекательным. И, кстати, здание, правда, напоминает корабль, где 40-метровый шпиль выглядит словно мачта. Открытие вокзала в 1982 году стало настоящим праздником для города. Об этом писали в газетах, говорили в новостях. Морской вокзал использовался пассажирами, прибывающими и убывающих судов, паромов, круизных лайнеров. Именно отсюда отправлялись знаменитые и очень популярные среди жителей и гостей города паромы «Принцесса Мария» и «Принцесса Анастасия», курсирующие между Петербургом, Финляндией, Швецией и Эстонией. Также вокзальный комплекс служил межрейсовой базой Балтийского морского пароходства, которое в свое время владело внушительным количеством крупнотоннажных грузовых и пассажирских судов, а налоговое отчисление предприятия составляло почти треть городского бюджета. В свои лучшие времена вокзал обслуживал около 1 миллиона пассажиров, а на привокзальной площади проводились крупнейшие международные выставки Инрыбпром. Остатки этих корпусов можно наблюдать рядом с вокзалом сейчас. Вот уходят влево. Это бывший Ленэкспо. Все крупнейшие выставки Петербурга проводились здесь, но в плане современной застройки Ленэкспо хотят снести, застроить то ли жилыми бизнес-центрами. Ну и такая же участь должна была постигнуть и морской вокзал, но вроде как его отстояли. Поэтому что будет в будущем, никто достоверно сказать не может. Вроде как планируют передать его Севкабелю. Поэтому бежим экстренно внутрь смотреть интерьеры вокзала, пока еще у нас такая возможность есть. Нет, радиовещание. Вот почему-то везде в общественных местах пытаются что-то запретить. Значит, встречает нас такой замечательный центральный зал. Еще даже остались вывески «Выход в город». Сейчас поднимемся сначала на второй этаж. В данное время в здании морского вокзала располагается
гостиница. Располагается бизнес-центр. Там бизнес-центр на 5-6 этаже, гостиница на 3-4. И есть еще 7 этаж. Там сейчас горный институт сделал общежитие. Ну а здесь вот на 2-3 такие кружки самодеятельности. Клуб юных моряков «Флагман» с таким мини-музеем. Абсолютно свободном доступе. То есть учебные классы для детей. О, часы какие. Целая. Вот как раз там прямо остались старые вывески от гостиницы «Морской вокзал». Ну а слева вход в бизнес-центр. А мы идем на 3-й этаж. Все вот это центральное пространство отделано плиткой из мрамора. Над нами витражное остекление. Такое получается, что внутренний дворик. Писали, что в лучшие годы морской вокзал принимал до 1 миллиона пассажиров. Так, сейчас тут у меня была подсказочка с собой. Тут себе записывал, как вам добраться. Ну, собственно, посмотреть на старый морской вокзал, находящийся по адресу площадь Морской Славы, дом 1, а также погулять по гавани, пока можно без каких-либо препятствий,
войти внутрь и полюбоваться интерьерами, небольшими выставками, рассказывающими об истории пароходства, может тоже любой желающий. Как раз прошли. Доехать до гавани вы можете на автобусе номер 7 или троллейбусах 10 и 11. Все они идут из центра через Невский проспект. А если соберетесь ехать на метро, то ближайшая будет станция Приморская. От нее по прямой по улице Наличной нужно будет идти около получаса. Ну и обязательно, если решите посетить этот район, загляните в Севкабель-порт. Там и Брусеницын рядышком. Ну, а мне кажется, в большей степени вы поедете, скорее всего, в Севкабель-порт. И если вы в нем окажетесь, то и загляните в пока еще доступный старый корпус морского пассажирского вокзала. Особо здесь уже показывать нечего. Я тут перед началом попытался обойти по вокзалу, найти возможную хотя бы какой-нибудь вид на залив. Поднялся на 7-й этаж, там меня сразу перед лифтом встретил вахтер общажный. Вот. Не нашел ничего. Вот. Тут опять какая-то ресторан там у них. Даже есть, не знаю, кто сюда, конечно, ходит и с какими целями. Но, тем не менее. Если было интересно, лайки, подписки. Пишите комментарии. Кстати, может быть, кто-то из вас в свое время был на этом вокзале, приезжал или отплывал, может, встречали. Есть какие-нибудь интересные истории. Ну, с вами был я. Не переключайтесь.